Привет, мои маленькие любители кайтинга. Мы находимся на лодке в Египте. Мы идем уже в порт. Так получилось, что я снимаю эту часть первую последней, а то, что будет типа последним, оно будет вставлено просто вот в эту главную линию. Мы тут накачали кайт, мы тестируем RS Pro. Это Алула трехбаллонный от Elevate. Немного технических данных сразу про него. Здесь 4х4 рипстоп классический, который используется практически во всех основных моделях Elevate. 3 баллона, из которых передний на Алуле, поперечный из некого другого материала, а-ля докронистого, видимо, чтобы кайт получился не таким жестким, был немножко торсионный, у него жесткость поменьше, чтобы он быстрее крутился, лупился. Я уже знаю, как это будет, пока не буду спойлерить. Просто обычно я снимаю этот момент до того, как я кайт попробовал. Тут мне уже сложно, потому что я знаю некоторые моменты. Далее, из особенностей по поводу растроповки. Растроповка обычная 5 точек. Современная Алула трехбаллонная имеет, как правило, сейчас модно делать или нужно для чего-то делать больше точек крепления на переднем баллоне, вплоть до 8 у Vortex, там у Enduro, 7 у Evo Delap и так далее. То есть на что это влияет? Ну, вообще нагрузка на планки с большим количеством точек, она как-то более читаемая, что ли, не знаю. Ну, точнее, знаю, здесь, опять же, уже тест проведен, просто мы чуть позже к этому вернемся. Задняя кромка 2 латы, точнее, одна на конкретно ухе и одна на центральной части купола. Из нового, из того, что они не применяли до этого, это некий 6х6, здесь надо крупно посмотреть, если мы увидим вообще. Вот этот Trailing Edge со стороны внешней имеет 6х6 какой-то легкий материал. Он двойной, сзади он 4х4. Они пишут, что это для того, чтобы распределить нагрузку. У нас очень сильные нагрузки на заднюю кромку, и чтобы не разбалтывать ее, плавненько переходит, забирая часть этой нагрузки вот на себя, вот эта часть. А дальше уже 4х4 работает. Хотя это тоже многие бренды и 2х2 используют, этого хватает, в целом кайты никуда там не рвутся. Но здесь уже особенности, видимо. Немножко зайдем внутрь. Классический элевейтовский клапан, точнее он такой же на Нарсе, стандартный, извините за ногу, вот так вот, такие условия. Качается это все дело, вон у нас есть табличка, здесь ее видно, типа 8 до 7, ну мы 8 качали до 10, если что, я не очень понимаю, но в целом Алула ее не сильно обязательно, из-за того, что жесткость большая, сильно качать, но по привычке качаем в отбой, пока насос не скажет хватит. Та сторона симметричная, соответственно, настройки. Ну вот еще один кайт с настройками. Ну, классика, да, у нас All Around, Freestyle, Wave. Быстрее крутится, здесь кайт висит получше, здесь что-то между. Катаемся, конечно, у нас расшифровка, что-то между. Ну и слава богу, роликов здесь нету, но Elevate в целом вообще респект. Они с самого начала, как будто бы, почти с самого начала. Одни из первых начали избавляться от роликов почти на всех популярных моделях кайтов, что большое спасибо за это. Итак, это 8. У нас как раз был под нее ветер. В целом все совпало. Про кайт как будто бы сказать уже больше нечего. Обычную 8 RS в докроне этого поколения я не катал. Но у меня были 12, 4 предыдущих. В целом могу забежать заранее, наперед. Сильных каких-то изменений, в моем случае, принципиальных, я не почувствовал. Есть какая-то ДНК элевейтовская, она присутствует. Это и хорошо, и плохо. Кому нравится, тот останется с элевейтом, кому не нравится, туда не придет. То есть это ничего нового. Для новых клиентов здесь ничего не сделано. Это для старых.
И рюкзачок, кстати, у Elevate, я вот рюкзаки тоже как бы обзираю. Хороший рюкзак и классный желтый цвет. Мне такой нравится, он большой, для 8, можно положить сюда как минимум 2 кайта. В целом средний хороший рюкзак, вопросов к нему тоже 0. Немножко про планки, потому что произошли тоже некоторые обновления. Мы говорим про планки с автораскруткой, как бы самые дорогие, самые топовые, которыми всем как бы приятно пользоваться. Вот это предыдущее поколение планок CS Auto или там Plus, я уже не знаю там какие. Это современная, то есть которая только-только вышла, по сути, плюс-минус с этим кайтом. Мы ее использовали как раз. Здесь уже сразу бросается в глаза и по ощущениям, несмотря на то, что эта планка юзалась, а это там буквально несколько раз, здесь стропы, ну, все еще в какой-то пропитке может быть она чуть другая. Здесь уже шершавенькие такие. Вот эти планки я катал, ну, эти стропы я катал, знаю, они дают некую жесткость кайту, как и дуатоновские стропы. Эффект очень похожий. Например, а нарсовские стропы дают мягкость. Загуглил я, что вот это за новые стропы, это СК-99, там 350-450 килограмм. Сложно оценить, мы катали только один кайт на них, то есть больше будет отзыв про кайт, чем про планку. Но, про стропы точнее, про планку вот будет отзыв, потому что у меня еще одна планка есть, которую как бы Elevate сначала ее сделал, потом Харлем в ту же степь ушел, вот можно посмотреть, очень все похоже. Ну, вот эти все веревки Depower, веревками их назовем, они все одинаковые. Чикены, вот, эволюция Elevate, у них был вот такой вот неказистый немножко, стал более длинный, то есть что-то, какая-то работа проводится. А вот харлемовский, он ближе уже по форме к современному Elevate. Чикенлуп тоже, у Elevate не было чикенлупа маленького фрирайдного а-ля, вот стали делать. Значит, вот эта вот штучка для зацепа леша. Здесь она была неудобная, здесь стала удобная. Более того, прошу заметить, вот у Харлема такая же, что она продолговатая. Сейчас берем еще одну планку. Это самая популярная планка на рынке, наверное, дуатон. Она круглая. Сюда половина лешей просто застревают, какие-то даже не проходят. То есть я с учениками перецепляюсь, имею проблемы с этой планкой. Сделайте что-нибудь с этим. Плохо. Сравним с Харлемом, например, потому что я на ней катаюсь. По сути, здесь все то же самое, различие есть уже вот в принимающем отверстии. У Харлема 2 штыря, как и было на Elevate, на старом вот здесь. Видно. Здесь тоже самый штырь. Здесь уже сузили. Такая же история на Редине. У них похожая планка, только у них пластиковая втулка, вставка вот эта. Как я выяснил, оказывается, регулировки, вот это не регулировка по там, ширине, понятно, нету здесь, нету узелков. Что на этой планке, видимо, и на этой, нету узелков, adjustments, которые могут сделать. Но на Харлеме их в принципе нет даже на кайте, а у Elevate эти аджастменты есть на вот здесь. Еще мне сказали, что какие-то дополнительные пиктейлы продаются для самой планки, и ты можешь ее уже купить там с 3 узлами или с 4. Ну, в целом этот кастом несложно сделать. Нужно ли? Вот вопрос. Если стропы не растягиваются, наверное, и не нужно. По поводу хвата. Когда я перешел с трастбара, например, у него довольно тонкая, ну, средняя, комфортный хват. В целом комфортная оплетка, она, правда, разлетается, ну, на любой планке в целом она не вечная. У Elevate была она такая более дубовенькая и вот с такими, как бы, под пальцы. Здесь видно, волна такая под пальцы. Потом я перешел на Харлем, потому что стропы здесь очень хорошие, и они делают кайт помягче. В целом и дуатон сильный ветер стал использовать с этой планкой, потому что, ну, чуть помягче, чтобы там и в лупах не так дергал. Ну, в общем, можно стропами отыграть, даже поменять свойства кайта. Здесь планка толстая, ну, мне показалось после дуатоновской. Асимметричный хват, в целом я к ней привык, окей. У Elevate мне планка
Если здесь я еще чуть-чуть привыкал, то после нее к элевейту мне и привыкать не нужно было. Очень прикольная такая, то ли Эва, то ли какой-то материал. Он в меру мягкий, но не проваливается. То есть как будто идеальный. Вот эта планка, пожалуй, мне даже больше, чем харлемовская, нравится. Но, к сожалению, здесь нет дистрибьютора, поэтому и места для его установки. Плюс стропы не составные. То есть здесь 22 метра и все. У Харлема и дистрибьютор, и составные стропы 22 плюс 12 плюс 10 или 22 плюс 2. То есть вариативность выбора. И, конечно, в моем случае, если я учу или прыгаю на коротких или еще что-то, и плюс я использую кайты с высоким расхождением и с низким, мне эта планка заменит, то есть альтернативы нет. С автораскруткой я имею в виду. Так-то у дуатона все то же самое. Есть, что и у Харлема, только нет автораскрутки и другие стропы. Про планки, наверное, даже больше, чем достаточно. А теперь самое интересное. А вот и склеечка, и у нас бабах, вообще какие товарищи замечательные. Так вот, мы покатали уже на этом кайте, и не только. Был ветер 30 плюс узлов. Мы уже идем обратно. Мы записали немножко на берегу, чтобы свежие были какие-то впечатления и эмоции. Они могли у нас поменяться спустя. Там мы переспали условно с этим. Был следующий день, это сегодняшний. Мы задолбались, уже стало холодно, сильно дует, просто все устали и не стали даже тестить, и там заняты были немножко. Не было сил. Мнения у нас после общения друг с другом немножко могли поменяться. Из-за того, что некоторые детали мы нашли похожими каждый. Тестил первый Володя, как всегда, но ему все самое лучшее достается, потому что он в кепке обязан ходить. Так что да. Плюс за кадром, это не надо показывать, нельзя показывать. Стоит некий человек. Да, вы можете узнать его по голосу, но многие догадаются. Может, мы его руки покажем чуть позже. Так вот, первое впечатление, вот еще раз. Точнее, не первый. Первый мы вставим. Значит, Володя у нас первый вообще, естественно, как прорайдер. Пощупал все. Да, элевейтор. Руками. Откатал там буквально 10-15 минут, наверное. Ветер хороший, то есть не придраться. Сегодня раздуло все ровно. Да. Погнали, давай, аффилированный человек. Аффилированный райдер заявляет, что все круто. Так. Мне все нравится. И он тяги сбрасывает больше, чем XS Pro. Позволяет проще толкнуться и держать любой передоз. При этом луп он делает быстрым. Как обычно, RS не ломается на ухе, что мне не сильно нравилось. И вылетает в поддержку, все четко. Очень мягко и ровненько ставит обратно. Понятно. Давай сравнивать с твоим любимым FS. Да. Подстава, да? Мне хочется сейчас его вытащить из рюкзака и попробовать. Но круто. Они похожи чем-то. Отлично. То есть он ближе к FS, чем Bowshape, естественно. Более цешный, но мне это и нравится. Понятно. Ладно, новая планка, что-то там. Ты вообще не катаешь, да, с автораскруткой? Не, я катаюсь. Мне нравится, как раз под лупы на маленькие размеры я такую ставлю. Это пока ощущается хорошо. Она выглядит по-другому, но сделана в деталях точно лучше. Там появились пометочки на всех стропах. Все красиво теперь. Отлично. Но их почему-то сделали белыми. Мне кажется, черный это стиль, да? Не знаю, до планки я дойду, потому что я еще не видел и не изучил. Но отстрел красивый. Мы можем это, мы можем это на лодке в тишине записать, там нам особо не нужно. Тогда что, ты мне передаешь, я иду тестить и... Сейчас 2 лупа и давай, только без микрофона. Все. А теперь то, что Вова постфактум, сравнив со своим любимым FS, с XS, у нас все восьмерки были FS, XS Pro и RS Pro. Да. Короче, мы катались примерно в один ветер, сразу на 4 разных кайтах. И в первую очередь, про что я должен рассказать? Про сам RS? Ты про что хочешь? Вот давай начнем с этого. Да. Давай. В общем, первые впечатления были очень хорошие, потому что я прыгал относительно невысоко. В общем, 6-8 метров для этого кайта чувствовались вообще отлично. Он очень легко крутится, легко вылетает, все было красиво, я приземлялся довольно спокойно. И после этого уже пошел тестировать другие кайты, снова вернулся к RS уже к вечерней сессии, где получалось прыгать выше. И вот как только вылетал больше 9-10 метров, почувствовал, что все-таки немного сложно на нем посадить вообще, в принципе, прыжок.
не до конца понимал, как работает сам хили-луп. И мы посмотрели видео, есть ощущение, как будто бы он в нем немножко подзалипает. И, может быть, это, конечно, мой момент с техникой. Всегда он есть. Да. У нас, и момент с адаптацией к конкретному кайту. Но если сказать в целом, то чувствуется очень много агрессии. И кайт прям как спортивная такая машина, которую нужно очень четко контролировать и знать, как с ней обращаться. В плане самого перформанса, вот вы говорили, мы позже обсуждали, что он недостаточно вытягивает вверх, как-то чувствуется, как будто тяги не хватает. Я катался на чуть других настройках с узелками поближе, с более закрытым кайтом. И меня лифтовало хорошо. То есть я вот буквально еду, почти не разгоняюсь, дергаешь планку, 8-10 метров уже улетел. И достаточно хорошо держит. Ну, надо сказать, что 8-10 метров это не та высота, ну, как бы не очень, для нас это не такая большая высота, согласись. Да. То есть техника отталкивания и sweet-spot нахождения у нас как бы нормальный, поэтому для нас 8-10 это базовый прыжок. Вот, так что я добавлю к твоему, да, я катался на как бы типа strong wind, на длинных, да, управляющих, и мне показалось, здесь я это видео говорил, вот сейчас мы это вставим. Катнул я минут 15 максимум, наверное, на RS Pro 8 с новой планкой KS Auto. Про планку детально расскажу позже, но на данный момент эта планка, по сути, или у Харлема такая же планка. То есть мне знакома вот эта веревка D-Power, мне знаком весь этот триммер. Не знаю, какие здесь стропы, они белые, кстати, я потом позже сообщу, что это такое. Но первое, что я могу оценить, это грип, то есть хват. Он здесь комфортнее, чем на Харлеме, планка чуть тоньше. Она асимметричная, похоже как на Нарсе, на навигаторах. И сама оплетка типа фоам-пены такой, только жестче, чем когда используется там на пацах или еще где-то. Короче, как будто бы идеальная планка по хвату. Мне прям она сразу понравилась. И ощущение, как бы, то есть нигде я такого не встречал из того, на чем я катаюсь. Здесь все окей. По поводу деталей расскажу позже, когда мы будем на лодке. Запишем спокойно. По поводу кайта. Ну, когда я тестил XS в прошлом году на Алуле, я поднял его в воздух, и сразу же у меня, уже были алульные ощущения в руках до этого, других кайтов. XS мне показался, как будто это просто тупо докрон. То есть не было такой какой-то легкости, стабильности, какая-то, не знаю, легкости, в первую очередь. Стабильность, наверное, и была. А здесь же я поднял RS на Алуле, несмотря на то, что у него тоже только передний баллон золотой, все поперечные, неважно, из другого материала, более не такого жесткого. Он уже сразу ощущается, что он легкий. Вот это ощущение Алулы трехбаллонника. Вот здесь оно есть. Уже неплохо. Какая-то работа проведена. То есть были просто это трехбаллонник. Я не знаю по ветру. Я катался на Харлеме восьмерке на траве. Ездил раком. То есть меня дозило, я прыгал вплоть до 16-17 метров. Максимальные прыжки. Вышел на этом. Я выше 10 не могу прыгнуть. А sweet-spot у него другой, то есть как у C-образных, то есть нужно попасть конкретно в определенный момент, перевести кайт правильно. Еще есть огромный нюанс, что я прикатан к быстрому Харлему настолько, вот Вова тестил сейчас RS Pro и говорит, кайт очень быстрый, для меня это просто самосвал. После Харлема это как будто какая-то десятка просто, я его... то есть планка от себя к себе, все легко и хорошо. То есть на самом деле он как будто бы топ-энд у него очень высокий. В принципе, и на докроновых РС топ-энд был достаточно хороший. Я давно на них не катался, надо потестить современный докрон. А именно управление я поставил на быстрые настройки, все как обычно я тестирую. Я понимаю, что мне нужно переводить кайт прям чуть ли не как на парафоле, вот это вот огромное движение делать. После драйва было сложно к этому привыкнуть, попытался поймать sweet-spot, вроде я опытный человек, выпрыгиваю нормально, подстроился под кайт, но высоты у меня на нем нет.
ожидал большего, на самом деле. Может быть, ветер чуть-чуть стал меньше, ребята тоже сказали, может, чуть стало меньше. Но все равно. Может быть, ему надо больше ветра, чем трайву. Хотя трайва тоже шикарно, как мы уже выяснили. Но там планка более нагруженная, ты чувствуешь, как здесь она более мягкая. На лупах, ну то же самое. У меня по привычке я планку зажимаю не сильно, чтобы луп был пожирнее на трайве здесь. И если так зажимать, луп будет реально жирный. И енкает он как бы, ну как и такие около цешечные формы закрытые. Хорошо. Вылетает в поддержку, вопросов нет, все как бы приятно, замечательно. В целом, любителям РС это будет супер. То есть я бы, наверное, из линейки Elevate, все равно мой самый любимый кайт, и который я могу рекомендовать прям вот, типа тем, кто, как я, вот катается и прыгает всякое именно на маленьких размерах 8-7, это XS докроновый, цена-качество просто бомба. Кайт XS без роликов, это редкость в наше время, пятибаллонники без роликов. Я знаю только Ozone Edge и вот XS, но Edge у меня был, я его продал уже, мне надоело немножко его медленность. Прыгать в высоту, конечно, это супер кайт, но хочу еще совместить с некой легкостью, что ли. Вот ждем новый пик от Харлема, который уже давно заказан. Что касается Elevate, ну да, РС обычный на докроне, все равно я там своим ученикам и так далее, не начинающим, кто хочет легче прыгать, не супер рекомендую, так как есть кайты лучше, трехбаллонники, более дельта формы, более высокого аспекта. Но кому нравится, ну то есть это все равно не цешка в стопроцентном ее как бы исполнении, но некие повадки у нее есть, и никто от этого как бы в Elevate не отказывается, и им нравится. То есть, если такое нравится, то почему бы и нет. Если нет, то есть кайты получше. А те, кто катается на РС-ках, пожалуйста, вот, очень достойный кайт. Я думаю, что он может... Мне интересно в большом размере, наверное, попробовать. То есть для меня маленький кайт интереснее пятибаллонник. Несмотря на то, что я на траве сейчас, я все равно себе пятибаллонник хочу, там, семерку. А лупить, тренить на этом кайте точно можно. То есть вращение с лупами я не буду делать, что я его не чувствую. Я сейчас пойду во вращение, сделаю недоперекос планки и улечу головой вниз в песок, короче. Поэтому такие вещи я только на своем сейчас, кстати, буду делать, к которому у меня уже, я долго прикатывался. Я не хочу обратно вот это расколдовывание. Поэтому долго не хочу кататься на этом кайте. У меня сейчас задача вот на драйвах попробовать из них выжать максимум, посмотреть, буду ли я на них кататься. Сейчас еще будут ребята пробовать. Вон Леха Рожков, его на Elevate великолепно получается прыгать. Сейчас, опять же, немножко порыв ушел. И он сможет по достоинству оценить вот этот, так скажем, алузный вариант. Хотя он любитель девяток, конечно. А я чуть позже, когда все откатают на длинных, выйду на коротких, на 12-х. Ой-ой-ой, вот на 12-х я цешки, ну и вот такого типа кайты просто обожаю. Я думаю, что будет очень весело. Так что увидимся чуть позже. А вот постфактум, да, планка легкая на нем, но все еще мы 4 человека, вот сейчас Леша еще скажет, еще Миша Головков катался, он не захотел сниматься, и все сказали о том, что да, планка туда-сюда легкая, у него топ-энд как будто бы великолепный, то есть можно еще добавлять бесконечно ветра, ему мало-мало, но инициировать движение кайта влево-вправо, или тем более луп, вы это увидите в конце, это на коротких стропах, как я пытался что-то изобразить, то он очень долго думает, особенно, там, я говорил, что мне после быстрых кайтов, но я еще и на Делабе сегодня вышел, покатался. У меня, это вообще кайт, к которому я прикатный, считаю эталоном, и до сих пор считаю эталоном, никто лучше не сделал. Этот кайт очень требует, он большой нагрузки на планке, когда ты его пытаешься повернуть. То есть он не хочет уходить в вращение или куда-то двигаться влево-вправо. Я не знаю почему. Вот знаешь, что мне кажется, это реально дело привычки. Просто ты привык к дельтам, к более простой инициации. 4 человека, я-то привык, я себя знаю. Я глупил его потом вот так. Да. Миша Головков, то же самое. Да. Леха сейчас скажет свое мнение. Я говорю, ты тоже говорил, что он немножко... Хотя ты сказал, что он быстрый. Быстрый, для меня он не быстрый. Но у меня вот не было проблем со считыванием именно вот с переводом кайта, с тем, как его разогнать, с тем, как его лупануть. Я не чувствовал затруднений. Вот у меня оно прошло гладко.
У остальных были вопросы. к Хорошо, этому но мы и моменту. кепку не носим соответствующую, ладно? Нет, я как бы... Кепка, она не позволяет кайту крутиться быстрее. Согласен. Ладно, давайте сдадим слово. Я бы тогда 3 одевал. Да. Дадим слово Лехе, чтобы он тоже начальную какую-то свою спич сказал, точнее не начальную, а постфактум. То, что Леха сказал после первой каталки, мы вставим вот здесь. Леха Рожков лучший из любителей. Команда Elevate практически уже, да? Только доску поменять осталось. Нет, доску... Ладно, ладно. Сергея Устинова не уважаешь. Я не знаю, кто это. Ладно, кстати. Ты вот катаешь как раз РС 9 уже 2-й год. И она тебе нравится. Да, все правильно. На Дакроне. Сейчас, конечно, 8 и на Алуле. Расскажи вообще, ты Алулу-то катал? Я катал XS, но дуло слабее. XS показался быстрее, как ни странно, хотя он пятибаллонный. Офигеть. Может, так совпали условия. Да. РС на Алуле 8 дает очень много свободы перед отталкиванием на разгоне. Не тянет, да? Не Он стаскивает? не стаскивает, и есть возможность набрать больше скорости. Можно набрать больше скорости и за счет этого вылететь. На кайтлупах он очень быстрый, то есть его нужно контролировать. Нельзя просто так запустить его за голову и забыть. Ты должен понимать, в какой момент ты должен подмахнуть вперед, так, чтобы он тебя поддержал и увез. Ну вот Я это... понимаю, да, просто для меня это медленный кайт после Харлема, поверь, там вообще в 3 раза быстрее, Начинается. там привыкание, короче, это очень долго, ну из-за этого, да, видишь, ты даже этот быстрый, потому что ты привык на... Разные размеры, я до этого катался на 9 из Дакрона, поэтому между понятно. ними разница колоссальная Понятно, по скорости. Скажи, Я, если честно, не знаю, куда быстрее, потому что этот пролетает луп и выходит в поддержку очень быстро. Если высоты много, то придется еще несколько раз сделать хели-луп. просто жирный надо делать. Жирный делаешь. Есть возможность, да, немного Как заметить. на бордофе, ты кайт вот уводишь в сторону, также и... смотри, вот я вышел тоже покататься на нем, мне показалось, что очень мало ветра стало, или это кайт такой, то есть у него топ-энд настолько высокий, что ему не хватало. Знаешь, когда я тестил XS, он поднимает как будто Дольше, плавнее. дольше, выше. плавнее, и в нем больше силы. Да. То есть ты можешь затянуть его до самого конца, и он тебя будет выше Да, поднимать. На лупе он проворачивается и дергает еще выше. Да. У РС на луле я такого не почувствовал. Возможно, правильно ты говоришь, ветра стало меньше. Он, есть у него какой-то предел, он поднимает до какого-то определенного предела. И я старался делать лупы в самой максимальной точке, самой высокой. Ну да. За счет того, что он маленький, быстро он проворачивается, передает поддержку. Ты бы хотел 9 на Алуле себе, или тебя Дакрон устраивает? Это хороший вопрос, потому что надо пробовать. Надо Если попробовать бы 9. моя 9 была чуть-чуть быстрее и поднимала так же, как Дакроновая, по крайней мере в таких условиях, то, наверное, да, я бы хотел. Даст больше свободы какой-то в новых трюках, может быть, кайт побыстрее, поинтереснее, полегче. Я в новых трюков не уверен, потому что больше шансов сделать лишние движения. А ты привыкнешь, скорее всего. Может быть, надо Делаешь пробовать. привычки. Понятно. А ты с планкой катаешься же не на автораскрутке, с обычной, но Автораскрутку оценил. Неплохая вещь. А новый хват на планке как тебе? Он толще? Нет, у него есть какое-то ребро. Да, которое асимметрия можно как бы, да, чтобы ты неправильно не взял, плюс покрытие новое. Подожди, что значит асимметрия? Ну, то есть у тебя вот здесь круглое, а вот здесь скошено. Окей. Если ты наоборот возьмешь, вот ты руку поставь вот так, у тебя уже будет неудобно. Ну, типа, если ты наоборот, ты понял, да? Вряд ли так возьму, конечно. Но я имею в виду, что если ты левую с правой перепутаешь, у тебя будет такое же ощущение, как если бы ты сейчас вот так взял. Я тебе просто показываю оценить. Она ощущается толще, чем обычная. Да, обычная тоньше. Нет особо для меня разницы. На лупах не залипает. Я просто знаю ответ, на самом деле. У меня такая же плюс-минус планка. Вот это к дуатону, который 20 лет делают кликбар, и до сих пор залипает у них из-за отверстия там, или из-за чего-то еще. Неужели сложно разработать новое отверстие? Это, конечно,
вообще трэш. Слушай, я сделал несколько контралупов, много кайт-лупов, и ни разу не было такого, чтобы у меня Да. планку заклинило. Это вопрос риторический, я на него ответ знал, просто лишний раз об этом как бы напомнил. А здесь еще, кстати, мы с Вовой оценили, что здесь отверстие для лиша, оно нормальной формы, достаточно большой, ну то есть нужный, потому что есть вот эти вот карабины на Харлемовском и на Нарсовском, они как бы потолще. И в Дуатоновске, например, вот это вот отверстие, они не пролезают, они постоянно застревают. Тут с учениками мы меняемся, ну, то есть постоянно как бы это такой рабочий момент, который тоже как бы здесь исполнен нормально. А еще маленький чикен-луп, по-моему, не было у Elevate такого чикен-лупа, как раз для фрирайд бигейра, когда сниматься не нужно, нужно больше длины рук, да, чтобы сбросить тягу и так далее и тому подобное. В общем, Elevate молодцы, двигаются в правильном направлении. Тоже новый, уже посимпатичнее релиз. Вот этот вот. Раньше был такой немножко угловатый топорник, и сейчас гладенький, приятный, уже чем-то на Норс напоминает. Потому что Норс для меня это как бы такой пока верх того, что они вот верх внимания к деталям. Стропы, кстати говоря, я не знаю, что здесь какие, но за кадром есть Secret Agent. Здесь стропы новые какие-то, SK99 или SK, не знаешь? Я загуглю, расскажу, какие здесь стропы, они просто белые, я таких не видел. Посмотрим. Ну, я думаю, пока все, на коротких, наверное, будет уже после завтрака. Кстати, попробовал сейчас схватиться, работает. Ну ты понял, о чем я? Да. Да. Сразу понимаешь, что что-то ты сделал неправильно. Смотрите, он управляет кайтом наоборот. У него голова работает. Классно. Это чтобы с рельефа летать зимой. Ну все, есть опыт. Ну все, круто, спасибо. А теперь то, что он думает уже чуть-чуть спустя там, какое-то время. Там будет слышно? Да. Давай, Лёх, гаси. Ну, если честно, я не помню, что я говорил сразу после каталки. Отлично. Теперь вот с нуля вообще. И если с нуля говорить, то как будто мне его было мало. И было очень легко вылететь вертикально. То есть он совсем не сопротивляется на разгоне, на отталкивание. И все мои прыжки, они были больше вертикальные, чем вперед в длину. Секундочку, я просто вот Вове не добавлял, я сразу добавлю чуть-чуть. Это Алула, тонкий баллон. Все кайты на Алуле, они залетают к краю окна, и поэтому у тебя прыжки не вот сюда, а вот сюда, да. Продолжай. Вот, что касается лупов, на лупе как будто не до конца понятно, в какой момент он тебя дернет. То есть ты не можешь заранее подготовиться, направить свои плечи за кайтом, чтобы тебя не развернуло. То есть когда он начинает заходить в луп, вроде бы нет натяжения, а потом происходит резкий рывок, и мне показалось, что непонятно, когда именно он произойдет. Дополняю. Да, мы с Лехой говорили, и он мне как бы немножко тоже открыл понимание на то, что со мной происходило. Может быть, мне казался луп очень... То есть я кручу, он такой нехотя, а потом херакс, и в моменте столько пауэра приходит. Может быть, он не большой по радиусу, да, луп, но он в моменте присылает тебе всю мощь вот этого центра ветрового окна, вообще всю. И вот я здесь сейчас ставлю уборки на коротких стропах. Может быть, на этих видео будет понятно, как бы кому-то кто-то что-то увидит. Не знаю. Да, согласен здесь. Ну, я считаю, надо отдать должное. Крутится он быстро. Вы упомянули то, что он крутится тяжело, туго, да. Но я катаюсь на девятке RS докроновой версии, которая крутится еще дольше. И этот кайт мне показался намного быстрее. То есть провернуть луп так, чтобы он успел залететь за голову и выйти в поддержку, нет никаких проблем с этим кайтом. Одно замечание, я не говорю, что он крутится медленно. Кажется, когда кайт тебе дает в моменте очень много пауэра, именно на коротких я это ощутил. Мне кажется, что он заходит, на длинных все окей было, у меня вообще все нормально с ним было, он очень быстро, все вообще замечательно. Но на коротких, я много кайтов крутил на коротких,
разных и пятибаллонников, и Edge, который вот с таким аспектом, он у меня, ну как бы, он меня вначале уничтожал, потом я привык. Но этот кайт меня уничтожил еще больше. Может быть, был сильный ветер. Но я это, знаешь, когда ты начинаешь луп, ты понимаешь, что кайт летит вниз, а потом у тебя как все заканчивается, экран, и ты уже не понимаешь. То ли был большой радиус, то ли он тебе просто заентал. Кайт действительно крутится быстро, но вот эта вот нагрузка на планке, которую ты должен создать для того, чтобы кайт прокрутился, она чуть больше, чем я ожидаю, например. А то, что по поводу того, почему он ее дает или еще что-то, Алула вся практически имеет большую жесткость. И вот я повторюсь, Elevate сделал, вероятно, из-за этого поперечные не из Алулы, чтобы он имел какое-то скручивание, может быть, лучшее. Вероятно, из-за этого и получается такой эффект. То есть у тебя кайт на докроне, он имеет более гибкость, и поэтому, когда ты его скручиваешь, он вот в такой, как бы, восьмерочке прокручивается быстрее. Может быть так? А может быть? Ну, вообще дело в том, что почти всегда я катаюсь на больших размерах, и 8 Непривычно. мне показался, да, быстрее, чем обычный, и не так долго, как будто он поднимает, как хотелось бы. То есть, если ты хорошо зарезался, завел кайт в зенит, лифт должен быть долгий. Ожидаешь, если ты качественно выпрыгнул, ты хочешь Да. качественнее лифта. Но, опять же, повторюсь, возможно, от того, что Размер. все-таки ветра на него не хватило в момент, когда я катался. Ну, мне тоже, честно говоря, не хватило, когда я катался, как мне показалось, да, такое было. Может быть. Ну что ж, есть что сказать еще? Сравнить с FS, XS, FS. Смотрите, у Elevate куча трехбаллонников. Вот, в смысле, этих... Всяких разных Всяких кайтов, разных кайтов, да. этих ваших. Трехбаллонник RS+, ну, типа, как у там, Дуатона, неважно, у каких-то брендов, в которых есть Алула, ну, там, со старшего, потом какой-то материал, которого только у них, а-ля, и Дакрон. XT Lite. Да. Кстати, здесь поперечки сделаны именно из XT Lite. То есть, Они и на RS, и на XS, по-моему. да, и если на можно. XS Pro тоже. Ну, это сути не меняет, это Дакрон какой-то. Да. Облегченный и, может быть, просто не... Понятно. Да вот нам подсказывают, что это не Big Air кайт, но если ты делаешь кайт из Алулы, это автоматически как бы, ну, за такую Ну, цену просто... Он, кстати, позиционируется реально как фрирайд кроссовер. Я вот посидел, почитал на сайте, они очень много пишут про ветровое окно очень большое, что он может вообще потянуть там вот от самого слабого ветра, он в нем будет хорошо себя чувствовать, до самого сильного, потому что он его тоже будет держать, что в принципе так и есть, мне кажется. До самого сильного согласен, тут мы убедились. А вот слабый мы Ну, не представь протестировали. 12-метровый кайт, вот такого же шейпа, но я думаю, что он будет Я очень бы с хорошо летать. Я с удовольствием бы попробовал 12-метровый кайт, но, блин, 12-метровый кайт я как будто бы купил бы в Дакроне все равно. То есть я больше за Алулу в маленьких размерах, потому что она дает какой-то и перформанс реальный, а большие кайты, они больше по весу угорают. То есть, ну, ты можешь прыгать, может быть, более ранний ветер и так далее. То есть из-за веса, из-за жесткости. Короче, по поводу сравнения с другими кайтами, единственный кайт, который я не смог держать в тот ветер, который дул, это XS Pro. И он реально очень хорошо прет, очень сильно паровозит. У меня не получалось сбрасывать тягу, на этом все было окей. Так же, как и на FS, так же, как на Харлеме. Планку отодвигаешь, и все окей. Тем не менее, XS Pro, мне кажется, он все равно довольно интересный по-своему, и он дает больше поддержки, Ну, больше пятибаллоник, лифта. там не шепчет да, подоткрытый. да, понятно. Тот же обычный RS достаточно сильно складывается обычно во время лупа в районе уха, просто не хватает жесткости. Здесь эту проблему решили. Луп происходит совсем по-другому, он намного быстрее, и по динамике он очень близок к FS. То есть. Ну, ты любишь, мы знаем. Вова Да. фристайлер, как бы все знают. Ты знаешь, как эта песня поется? Я свой FS никому не отдам. Буду только на нем кататься, походу, потому что реально вот 8 FS самая вообще пока что приятная из всех кайтов. Леха Очень тоже, много прощает. Леха тоже катался на 8 FS, кстати, сегодня. И я катался на 8 FS, типа 2-3 года назад, тоже в Египте, в такой же ветер, только на берегу. И она, как по моему мнению, что она хороша именно... То есть, если попал ветер в
в этот размер, потому что цешка. Если Да. ветер попал, это вообще топ-кайт. Я Андрею... Ой, я не могу говорить. Привет. Это тот человек, имя которого, Да, кстати, нельзя называть. было. Рассказывал про это, что мне восьмерка очень сильно понравилась FS. Я же думал, нифига себе, какой классный кайт. Но когда я попробовал в чуть-чуть там меньший ветер или там, ну, в меньший, все, это уже магия, вся Kite Magic, весь просто этот спойлеры такие, весь исчез. Леха катался сегодня на восьмерке, я считаю, что, ну, и ты мне говорил, что ветер был прям под нее кайфовый вообще, да, и восьмерка тебе понравилась. FS, это фристайл и пятибаллонник. FS понравился тем, что он жесткий, он не хлопает, он не трепещется, когда ты делаешь кайт-луп, и дает достаточно хорошую поддержку на приземлении. То есть жестких приземлений сегодня у меня Ну, если лупить не было. умеешь хелики, я думаю, ты с хеликами же приземлял. не обязательно. Без хелика? Даже если ты его просто из Маятник. одного края переведешь в другой, он тебя Ну, поддержит и опять опустит же, плавненько. да, мы все делаем всегда поправку на то, что у нас ветровые условия от страны, от конкретного прогноза очень сильно могут повлиять на мнение о кайте. И не нужно принимать его как типа стопроцентно. Если бы я покатался или там ребята на этом кайте там месяцок хотя бы в разных условиях, тогда можно сделать полноценно. Но у нас Кстати, да, Другой- хочется другой заметить, тест. что ветер был очень сильно порывистый, и вот на низких как раз высотах, как раз на коротких стропах тебя еще сильнее могло швырять после горок на острове. как будто сильно просто дуло. Ну, и сдуло сильно. И- Есть ощущение, что все-таки вот в более такой стабильный ветер, вся эта агрессия кайта намного более контролируемая. И все-таки 100%. он может работать реально четко, просто это было тяжело почувствовать в условиях Египта. Кстати, Elevate у меня ассоциируется с четкостью. То есть вот кайты, они вот да, Чёткие, да? четкие. Нет, вот действительно, у меня вот есть такое, как бы я могу так описать. Потому что все равно цешка, ну, я все равно это называю около цешечной формы, а не под закрытие, чем там то, что обычно продается, потому что это кайт типа а-ля для всех. Она всегда, цешка, она всегда четкая. Она выглядит четко, она такая квадратная, вся суровая, короче. Но здесь, конечно, косые уши, там все такое более, но четкость присутствует всегда. Интересно, конечно, бы покататься на Дакроне. Может быть, мы этот тест снимем, я не знаю, на двенашке, типа, вот, новым РСе. У меня была двенашка и в школе, я его знаю, и могу, ну, типа, сравнить свои ощущения, которые были. Вдруг они что-то поменяли, вдруг это, потому что тот же самый North Ridge, например, который я не любил до 25 года, сейчас они поменяли, и он стал уже в моем списке кайтов, которые могу рекомендовать вот своим, так скажем, ученикам, зная, что кайт может доставить там, легче прыжки, легче управление, ну и так далее и тому подобное. Двенашка зашибись, легкая. Сильно легче, чем Ты до уже этого. пробовал новую Да, двенашку? катался. Прикольно. Тебе По стоит. поводу веса, кстати, да, я тоже загуглил. Ну, это, опять же, не супер принципиально, но, может, кому-то надо. По моему мнению, два топовых халуловых кайта — это Delap и Vortex. Delap весит там 2 и там, что-то там 1 с чем-то. Vortex тоже 2,1 с чем-то. Это 2,3 с чем-то. Ну, то есть 200 грамм, короче. Откуда они? Там вот здесь четверной рипстоп. На тех там 3 на 3, 3 на 2. Здесь четверной рипстоп, может там или еще какие-то конструктивные особенности. Но в целом... А ты, кстати, рассказывал про 6 на 6, Да, кромку. рассказывал. Да, все было. Да. Какие-то еще у нас есть вообще идеи, что рассказать по поводу... Кому вообще, да, давайте так, кому этот кайт, для кого этот кайт? У меня есть, например, понимание, для кого этот кайт. А вот у вас, например, есть понимание, для кого этот кайт? Думаешь, Лёш, как ты думаешь? А что Володя сказал? Володя ничего пока не сказал, мы решили тебя первым пустить. Ну вот для кого? Например, вот мы не говорим про восьмерку, мы говорим просто про алульный РС. Потому что я снимал обзор на эндуро, и там как бы очень сложно было найти клиента под эндуро, хотя мне дистрибьюторы Озона там рассказали, какая их целевая аудитория, ну, на тот кайт. А как ты думаешь, вот кайт стоит денег, я вот приведу цифры, сколько он стоит как Алула. Я не знаю, как для кого модель из Алулы, но на РС Дакроном, даже в большом размере, я катаюсь на гидрофоле, и он мне очень нравится. Он очень хорошо залетает на ветер.
Я прыгаю на обычной РС с рельефа зимой, и практически всегда он срывает этот вот поток восходящий и спускает меня до самого низа с горы. И как я для себя вижу, РС-серия, она хорошо подходит для людей, которые в том числе любят просто потрамваить и сильно не напрягаться для того, чтобы оказаться выше по ветру. Трамвай, безусловно, шикарный на нем. Я как бы не спорю. Кайт висит нормально, управляется адекватно. Но я должен отметить, что Алексей консервативный человек. И чтобы он пересел на какой-то другой кайт, и, во-первых, это очень сложно. Даже ты ему даешь, Леша, попробуй, он говорит, нет, мне хорошо на своем. До этого ты катался на Cabrini FX, было дело? До Elevator. Да. И радовался жизни. То есть он делал все то же самое на Cabrini. То есть это человек, которому даешь любой кайт. Нет, Кирюх, извини, перебью. Давай. Я на FS не мог прыгать так высоко, FS? как... Ой, на... FX. На Cabrini. На FX, да, на Cabrini. В силу того, что все-таки это C-кайт, она так высоко не поднимала. Потом я как-то раз попробовал RS в 10 размере, правда. Даже не думал на ней лупить, просто попрыгал вверх. И средний мой прыжок оказался больше там на 2,5 метра. Абсолютно. Высота моих средних прыжков. Да. Я немножко про другое. Я про то, что ты на многих кайтах, неочевидных для 99% людей, сделаешь, из него достанешь ему все способности, которые, то есть он перформанс из него как бы достанешь. Даже если на FX это делал, что говорить, я с тобой катался и видел, что ты делал, как бы, и то, что кайт чуть получше, там, неважно, или там сильно лучше, тебе помог в высоте или в трюках, безусловно, но ты не пробуешь много других кайтов. Знаешь как, я смотрю видео, часто выкладывают в интернете, многие кайты для биггера сейчас заточены под то, чтобы быстро провернуться. В моем понимании это не всегда хорошо, потому что у тебя есть намного больше шансов сделать лишние какие-то движения. Сегодня на Володиной восьмерке я на FS прыгнул лейтбэк и очень сильно передавил планку, и понял это только после того, когда оказался лицом к кайту. То есть, когда я летел спиной, я перекрутил кайт-луп, он с левого края окна перелетел в правый, и, например, если бы в этот момент я не сориентировался и не потянул левую руку, то меня бы очень сильно разнесло. Это бы уже был... Второй. Кайт пошел на второй кайт-луп, да, и важно понимать, что скорость... Это не всегда хорошо. Это хорошо, когда ты учишься делать кайт-лупы, когда тебе нужно, чтобы кайт-луп как можно быстрее, как можно выше провернулся и вылетел в поддержку. Если ты хочешь более... ты на быстром кайте тоже можешь сделать кайт-луп медленнее, да, но это не для всех, сам понимаешь. Конечно, этому нужно научиться и не бояться опустить кайт так низко, чтобы он там не залип. Я очень понимаю, потому что я сам катаюсь, ты знаешь, на каком кайте, к которому я очень долго привыкал. И для меня это, прям прикатка была очень серьезная, потому что кайт реально быстрый, перезалеты, даже в обычных прыжках тупо как начинающий перезаводил кайт. Просто почему мы перешли к скорости кайта, мы к скорости РС, я вообще не имею никаких вопросов. 9 до крон, как у тебя, там только предыдущего поколения, по-моему, я крутил, лупы на нем шикарно. То есть для лупов вообще эта форма прекрасна. У меня не было никаких вопросов. К этому тоже нет вопросов на лупах в плане на длинных стропах. Был вопрос у меня просто к переводу. Да, возможно, это мое привычка. Я это все сказал на видео. То есть здесь, как говорится, я с вами согласен, полностью солидарен. Вопрос был другой. Для кого, может быть, ты сейчас так ответил или не смог ответить, для кого этот кайт? У тебя было время подумать, может быть? Да, я уже сформулировал все свои мысли. Давай. Мне кажется, есть два варианта, как на это посмотреть. Если с точки зрения обычного человека, который катается и не угорает по каким-то конкретным дисциплинам, есть специфика бренда у Elevate, это четкость, хорошая отзывчивая планка, в меру легкая, ты прекрасно чувствуешь кайт, что происходит. И для тех, кто проникся таким вообще поведением,
Для них, по сути, из вот таких супер high performance кайтов есть два варианта: XS и вот RS. И как бы XS Pro, я прекрасно понимаю, что он не для всех, как раз из-за того, что он пердолит. И вот есть люди, которые готовы там с этим работать, которые весят 90, для них это хорошая опция, и им так комфортно. И вот появился, по сути, кайт для второй группы людей, которые не готовы перетягивать кайт, а хотят более такую свободную планку, и намного комфортнее на нем было реально кататься. Планка и правда свободная. И мне кажется, что вот для таких людей это прикольный кайт, и если бы я вот имел 8 и 12, я бы перекрылся вообще полностью в плане, ну, Потому он легкий на луле. Да, есть 10 еще 9 и, по-моему, 7 у этой модели, но суть в том, что очень универсальный кайт, на мой взгляд, и он хорошо работает в большом количестве ситуаций. Вот тот же фрирайд, те же восходящие. По его поведению это как бы RS, только еще вот подусиленный, прям на луле. Но со своими особенностями, нужно тоже их понимать, потому что вот ты чувак с бабками, любишь Elevate, я тоже согласен, что я уже сказал до этого, что это не тот кайт, который притянет нового покупателя, ну, из другого бренда, как это сделал тот же Vortex, но это я вижу просто и по своим продажам, как люди скоро на Озон Vortex пересаживаются, люди с дуатона на Озон Vortex, ну, это окей, мы это опустим, это там мое наблюдение моего круга. А этот кайт не притянет клиента нового, он порадует того, у кого есть деньги, кто хочет самое лучшее от этого бренда, от этого ДНК. Ну, мне кажется, что может и притянуть кого-нибудь со стороны, потому что он все-таки имеет очень яркую свою вот эту специфику, и если ты потрогал и тебе прикольно, вот он реально веселый, классный кайт. Но я думаю, что ставка не на это. Прям, что может, интересно. конечно. Я не говорю, что это абсолютно. Я говорю, что это не есть то, что, знаешь, геймчейнджер, то, что вот и всех, там, вариант номер удивит. 2. Вот это был первый расклад, когда это просто обычный человек. А теперь мы переходим к кайтлупщикам, которые вот свои кайты крутят и пытаются выйти на какой-то там крутой новый экспириенс и кайт. И вот в этом плане здесь как бы уже глубже специфика. То есть, да, он лифтует, да, он крутится быстро, но это отдельная категория лупов. То есть любители кайтов помягче с пауэром на силовых стропах, а есть любители кайтов пожестче, вот таких вот сэшных, когда у тебя больше рывка, больше вот этой агрессии, и вот для них, может быть, он будет интересен. Для тех, кто хочет поагрессивнее, пободрее и повыше прыгать. Ну, считаю, это хороший вывод. Вот, еще отмечу, что из всей тоже там линейки Elevate, но все равно там по цветам тоже выбирают многие. И данный кайт, по моему личному мнению, там его уже много видео там будет вставлено или было, самый симпатичный чисто внешне. Вот у нас за кадром тоже человек, который мы с ним в этом согласились, потому что новый RS докроновый там с белым баллоном передним зачем-то, чтобы он стал черным или зеленым от травы, ну такое решение. А здесь сочетание цветов прикольное. Еще в конце тоже там 5 копеек, может быть, там боком ставлю видео, сниму отдельно, но скажу, я катаюсь на доске Stellar Elevate, и сейчас там пришла, вот я тестировал 5 дней новую доску, там ничего не поменялось, там только цвет, так что... Нет, поменялось, кстати. Где? Что? Внутри. Внутри, я этого не почувствовал. Там положили больше карбона, это легко почувствовать, если ты ее гнешь, вот просто на месте ставишь, она намного плотнее, прям вот ощутимо. Шейп, да. Шейп тот же. Пресс-форма та же была. Поэтому, если у вас старые доски, не расстраивайтесь, купите новые. Там хороший, прикольный цвет, а то будете на красных досках ездить прошлогодние. Они, кстати, больше под этот кайт подходят. Да, кстати, и вообще доска мне под Харлем подходит, и под этот кайт подходит, и под зубы оператора. Все, на этом мы закончили.